Всем привет, друзья! Очередные приключения сам себе нашел. Значит, уехал я из Клайпеды, из этой фирмы, в которую я приехал. Сложил я все 1+1, которые были вопросы по этой компании. Я первично, когда туда приехал и общался, то есть я уже говорил, да, в последнем видео, что меня не особо что-то там устроило в этой компании. Ну, то есть бонусов, в принципе, никаких не было, за исключением того, что тебе машина дается постоянная, да. Но, повторюсь, что двухосник, заплеванный в какой-то Мерседес с плесенью в холодильнике, и зарплата маленькая. Для Скандинавии она реально маленькая. Так вот, как оказалось, на трехосниках они работают на Мерседесах в Скандинавии. И я раньше встречал эту фирму, встречал водителей, с которыми я разговаривал. Это был один белорус, один с Украины, но у них одинаковый отзыв был об этой компании, что не хотят им особо там платить. Вот. На тот момент я работал еще в Гитлите, когда встречал эту компанию. В общем, обещание такое, что если больше 10 тысяч километров ты проезжаешь, то там будет тебе больше, да? Но 10 тысяч на Тенте проехать, это нужно еще постараться в Скандинавии. Также с севером у них, севером, в принципе, очень крайне редко, да? Директор как бы говорил, что да, мы там ездим, но те водители говорили, что никуда никто не ездит. Там, ну, один там рейс у кого-то выпадет в месяц, то есть, ну, понимаете, да, какое процентная вероятность, чтобы нормальный рейс ездить. Ну, в общем, я в тот же день, когда пообщался с директором, приехал и начал искать варианты. Какие у меня были варианты? Вариантов у меня не было никаких в Литве, потому что виза у меня открыта польская. Я начал искать опять Польшу. То есть я дома сидел, немножко просматривал, но на этом я и закончил. Но здесь у меня было уже преимущество, что я мог напрямую звонить поляку и разговаривать. Я полез на местный сайт. Название в данный момент вам его даже просто не скажу. Это польский сайт, там польские вакансии. И полез искать, смотреть, что предлагают на Скандинавию. В одну фирму позвонил. Я потом уже понял, что я попал в кадровое агентство какое-то, потому что объявок их не было много. И мне вообще пан зарядил, что так как у меня 95-й код Эстонии, теперь слушайте, у меня пластиковый 95-й код Эстонии, то есть Евросоюза, официально полученный, не как в Литве получают, да? И он говорит, что ты с 95-м кодом Эстонии не сможешь сделать документ. Ну, просто абсолютный бред какой-то. И я такой, ну ладно, я дальше начал искать. Позвонил еще куда-то, что-то там. Позвонил в контору, он говорит, нет, только типа мы берем поляков. Хорошо. И позвонил вот в третью контору. Название не было указано. Но были написаны условия, которые мне сразу как бы, ну, неплохо. Позвонил, начали мы общаться. То есть, ну, он, естественно, по-польски, я по белорусско-польско-русскому. На непонятном. Ну, вроде бы все было понятно. Я ему рассказал про свой опыт. Ну и ему это все понравилось. Он спросил, в каких я компаниях работал. Он знает эти компании. То есть тоже продвинут в этой теме. Работают они чисто по Скандинавии. У них, 500 метров, поверните налево. насколько я понял, только трехосник. Река Неман, протекающая из Литвы в Калининград. Конечно, слабовато видно, но широкая. Так вот, на чем я остановился. Значит, да, 2 дня мы общались с этим поляком. Через 600 метров на перекрестке с круговым движением сверните на второй выезд. Как скажешь. Ну и, в принципе, я решил рискнуть, пойти таким ва-банком. Значит, в чем суть? Что я сейчас еду в Польшу, из Литвы в Польшу. И там я буду сидеть, ждать, пока сделают мне документы. Что нужно сделать поляку этому? Ему нужно сделать мне новое приглашение. И затем уже после приглашения нужно будет сделать разрешение, то есть лицензию. Визу, то есть менять не нужно.
Вот и все. Съезжайте с перекрестка с круговым движением. Я сейчас не буду раскрывать все подробности, что за фирма, как там, потому что, ну, как бы я ничего не знаю. Вот. То есть у меня опять прикол такой, что я еду, как бы, ну, и только все из слов этого человека, которого я никогда в жизни не видел. Ну, приеду, посмотрю. Мы все обговорили, он спросил, ты типа сможешь продержаться 2 недели? Ну, когда я задал вопрос, сколько ждать документы. Он говорит, примерно 2 недели. Я говорю, да, смогу. Вот, денег, чтобы вы понимали, у меня просто вот даже уже не хватает, то есть, да. Маршрут вот этот составил, он 500 с чем-то километров выходит из Литвы в Польшу. У нас есть Калининград, через который можно было проехать, но Куршская коса закрыта. Следующий переход закрыт. То есть у меня экономические цели проехать через Калининград, да, пропали. Все. Ну, то есть можно было заправиться хотя бы в России, естественно, за полцены. Цена на топливо составляет тупо в 2 раза, то есть больше, да. Ну и расстояние, то есть выходило через Куршскую косу вообще, если ехать, то выходило там, наверное, 200 километров или 250, да. Даже, ну да, 200 километров, по-моему, выходит. А ехать сейчас в круг мне выходит под 600 почти километров. Вот считайте, то есть. Но все закрыто, короче, плюс ко всему, можно было еще, как бы, тоже расстояние выходит, там 500 с чем-то километров, но можно было заправиться, да, в России. Но я прикинул, думаю, граница. И потом мне нужно будет обратно ехать из России в Польшу, и там могли бы у меня возникнуть проблемы. А проблемы связаны с чем? Что виза-то у меня есть, да, но виза это рабочая. И у меня должен быть договор от компании, которого у меня нет. В теории поляки могли до этого докопаться и просто мне напросто в лучшем случае развернуть, а в худшем случае даже аннулировать визу. Поэтому я на риски никакие не пошел, еду в круг самой короткой дорогой, которая только была. Попал я на гравейку, километров 15 валил по гравейке. Не зря я купил себе джип, как будто вот это, ну, все слаживается, знаете, в одну кучу. По условиям немножко добавлю, что это вот, ну, то, что как бы я надеюсь, если условия, которые предложил поляк, они будут на самом деле такие, как он и предложил, то это будет отлично. То есть я с радостью начну работать. Вся Скандинавия, Швеция и вся Норвегия. Если честно, даже не знаю, какой там прецедент или реф. Или если будет сдвижной полот, конечно, это будет печально, но уже деваться некуда. Все. Иду ва-банк, да. Значит, нашел я жилье в Польше, буду жить. Ну, первое время сейчас посмотрю, то есть, возможно, потом придется ехать. В общем, фирма находится возле Гданьска, от Гданьска 30 километров. Выбора там особо было немного. Нашел за 20 евро я в сутки. Сейчас, главное, приеду, по месту уже что-то где-то посмотрю, может, где-то с кем-то пообщаюсь, найду что-то подешевле, куда-то переехать. Ну, в общем, встретимся с этой компанией, пообщаемся. Вот. Я спросил, если можно ли у них где-то жить, они сказали, нет, нельзя, то есть. Ну и все. На этом он говорит, мне нужно 100% знать, что ты едешь, чтобы я прямо сейчас начал заниматься документами. Я говорю, да, 100%. Я еще раз уточнил эти вопросы по объявлению. Соответствует ли? Я говорю, так. Он такой, да. Все, окей. Я говорю, я еду. Ребят, населенный пункт Киборта сейчас проезжаем. И это единственный погранпереход с Калининградом в данный момент, через который можно проехать на автомобиле. Ну, это вот насколько я изучил всю информацию. То есть все, других вариантов в данное время нету. Вот. Ну и я не еду на границу с Россией, я поеду вдоль границы по литовской территории и въеду в Польшу. Какими-то там лесами буду сейчас ехать, не знаю. Надеюсь, будет там нормальная дорога. Самое еще интересное будет, проеду ли я тудой этими полями, лесами какими-то в Польшу кратчайшим путем, то может быть прикол только, что просто будет закрыта дорога. Ну, все возможно. Ну, в общем, сейчас узнаем. И все, сегодня утром я позвонил директору. Мне же ключи от этого Мерседеса отдали, корявого. И ключи даже, кнопки были вырваны в этом пульте. Вот. Я позвонил, говорю, так и так, вы, конечно, извините, но ничего не получится. Он такой, почему? Я говорю, ну, потому что я нашел условия лучше. Все, потом я пришел к нему в офис. Вот, ключи отдавать. Он говорит,
что вот, мол, так и так, ну, так не делается, мы потратили деньги тебя, типа, мол, трудоустраивая. Ну, на это я ему ответил, что я тоже потратил деньги, когда открывал визу. Плюс я потратил деньги, чтобы вообще в целом приехать. И это денег я потратил в 2 раза больше, чем они потратили, если не в 3 раза больше. Вот, ну, когда я могу сказать, что много мы не обсуждали по телефону, как бы Скандинавия, да, трехостик, типа, мол, он сразу говорил, что только после того, когда ты получишь литовские документы. Вот. В этом как бы претензий нету никаких, но потом, когда он уже начал вилять, по факту, когда мы встретили, что вот, ну, еще как бы может быть там очередь какая-то, мы там посмотрим, то есть, ну, это несерьезно. И плюс потом я уже, когда увидел вживую эти их трехостники красные Мерседесы, я понял, что КТЕ, вот это Клайпедас Трансэкспедиция компания вот это вот называется, что отзыв о ней уже присутствует, и все они нехорошие. Вот как-то так. Ну и работают там тоже на тентах, работают только белорусы и украинцы. Литовцы работают на негабаритах, да, негабариты хорошие такие, подзаряженные. Вот. Ну и работают там литовцы. Там работают литовцы, сидят на тепленьком месте на негабаритах. Вот и все. Вот он, заборчик с российской границей проходит. То есть еду вдоль границы самой. Все на камерах, все серьезно. Ну и скоро у меня впереди литово-польская будет граница. Что ж, решила свернуть. Ребят, это у нас озеро Виштынецкое. Хорошее, красивое. Чистое, и лебеди, и чайки. Ну, людей, конечно, пока еще нету, еще не сезон. Здесь такая веселящая, петляющая в сторону Польши. Стояли знаки, что Польша у нас будет, значит, я туда и проеду. Знаки стояли, я думаю. И идет эта вся дорога вдоль самого озера. Пейзажное, красивое, все зелененькое, коровки вон отдыхают, валяются. Много коровок. Интересная дорога. И самое, что, как всегда, мне нравится, нету отсутствия трафика. Абсолютно. Никого нет. Возможно, какие-нибудь дикие звери еще должны побегать в теории. Я видел оленя, но не успел его заснять. Ну и здесь, я не знаю, сколько километров, 10 мне до польской границы осталось. Так, у нас где-то здесь должно быть пересечение границы. Продолжайте движение прямо. Собственно, наверное, вот оно и есть. Граница панства. Вот это да. Такие границы я еще не проезжал. Ну и все, я в Польше. Вообще никого не было. Может дальше, ну должен быть, может быть какой-то. Хотя с литовской стороны никого не было. Я думаю, здесь такая заброшенная дорога, что здесь особо никому ничего не интересно. Ну и узенькая дорожка, конечно. Ребят, потерял я на ходу дворник, прикиньте. Не заметил, как он начал болтаться и усердно, наверное, где-то на гравейке от вибрации он отошел у меня. И в прекрасный момент он просто перелетел через крышу. Я не стал останавливаться и подбирать его. Сейчас доеду до склепа в Польше и куплю себе, поставлю. Короче, ребят, дорога очень крутая. Всем советую, если будете сокращать из Литвы на Польшу, вот с районов Каунаса, Клайпеды, то есть, ну, если вы будете ехать в сторону, конечно же, Гданьска. Вот, едьте этой дорогой смело, это самое... То есть она идет вдоль границы, там все очень просто. И
и вы себя почувствуете немножко в Скандинавии на такой узкой дороге. Ну что, я в Польше, ну и дальнейшая информация уже будет, когда я что-то разузнаю, сразу же вам сообщу, поэтому с вас комментарий, вопрос, что вы по этому поводу всему думаете, по этим поездочкам. Вот. Ну, сам себе приключения нашел. Да, потому что я не хочу, то есть поймите меня правильно, что с моим опытом, ну, я считаю, у меня хороший опыт, и самое важное, что он у меня безаварийный, там, бескосяковый, то есть любой работодатель, который я работал, подтвердит, что я работал, то есть без всяких проблем, я ничего против фирмы, да, не делал. То есть я работу свою знаю и выполняю ее. То же самое я к технике отношусь бережно. У меня чистота и порядок в кабине всегда. Вот. Убирать машины, которые мне дают, мне просто уже, ну, вот тут вот они стоят. Плюс зарплата. Да, сейчас время такое, что приходится, конечно, где-то чем-то жертвовать, но все равно не все так плачевно. И кто ищет, тот всегда найдет. Я надеюсь, я не промахнулся. И об этом вы скоро узнаете в следующем видео. Всем пока.